Меня зовут Лена. Лена, когда вы тут приехали? Я приехала 25 июня. 25 июня. А где вы жили? Где вы жили? Торецк. Торецк, да? Что получил последние пару дней до вы уезжали отсюда? А там? Очень усилились обстрелы, и я переживала за своих собак. У меня 2 собаки, и они очень боялись этого. И мы решили их эвакуировать, потому что собака у меня лобая одна, она очень крупная, с ней выехать было проблемно. И я задалась целью их эвакуировать. Я искала волонтеров, хотя была очень трудная связь, очень плохая у нас была. Но мы нашли их. А потом, как это было? Ваш последний день там, как это выглядело? Вот, я нашла людей, которые... Я писала всем, кому только могла, просила помощи. Девочки мне нашли волонтера. Сказали вывести собак, там у нас центральный рынок, нужно было их туда вывести. Мы их вывезли в 6 утра, сказали как можно раньше. Связи не было, но я нашла точку, где ловила связь, и мне говорят, приедут после 12. И мы с этими собаками. Я говорю, я уже не смогу их увезти, я машину отпустила, это далеко. Ждите. И мы ждем. Вот они мне пишут через какое-то время, ждите. Я пишу, мы ждем. И были как раз очень сильные обстрелы. И там, где мы стояли, возле Дзержинск-строя, с собаками, ждали волонтеров, ну, воля случая, мы незадолго до того ушли оттуда, с того места. Я пошла туда, где ближе связь, и там была женщина, которая вынесла нам воду собакам, поводок еще один дала. И в то место прилетела ракета. У нас там, на где глазах, ваши собаки были? Там, где мы стояли, мы же их забрали, и вот туда прилетела, там осталось просто пепелище. И тогда еще пострадала машина с волонтерами. А к собаке как? Ну, мы дождались, в 1 часу приехал волонтер и забрал их. Назад мы уже домой не смогли уехать. Там вот пока мы стояли, было 3 очень ракетных прилета, мощных таких. Мы были там в это время. Уехать назад мы не смогли, мы пошли пешком. А вы говорите за МИ? Кто еще? Вы? С мужем, я с супругом да? была, да. И мы пошли пешком через весь город домой. А когда мы стояли там, ждали этих волонтеров, приехал Денис, я тогда не знала, кто это такой. И они нам говорят, давайте мы вас эвакуируем. А я говорю, нет, 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 пока мы собак не эвакуируем, мы никуда. И мы там были вместе, мы общались. Но мы говорим, нет, мы не можем, нам надо вот их сначала. Мы пришли пешком домой. Я не успела себя снять все это. Говорю, я так устала. Мы там очень долго стояли, атмосфера, дождь был и обстрел. Страшно очень много. Страшно, мы потом шли через лесопосадку, там было минометные обстрелы. Вот эти все ветки сечет этими осколками, мы идем, а там никого. И я думала только об одном, чтобы нас не ранило, потому что если бы ранило, там никто уже не ходит, там никого нет. Мы пришли домой, я сразу пошла к соседям. Говорю, ну нам, наверное, нужно уезжать, потому что я видела страшно. Да. Соседи говорят, мы подумаем. А рядом живем совсем. Я вернулась домой, говорю, сейчас переоденусь, помоюсь, немножко отдохну, и, наверное, мы начнем собираться. И тут вдруг нам тарабанят, кричат, мы выходим. А кто там? А там Денис с Богданом. Опять, да. И он говорит, а у нас на вас заявка. Едем? Да, едем. Ну и после вот этого увиденного, пережитого, наверное, под вот этим впечатлением я говорю, едем. И мы взяли там все, что могли. 10 минут буквально у нас было времени. Я села в машину. Это еще долго на этом месте, да, на этот рыжиков? Да, 10 минут. Я села в машину, говорю, куда вы нас везете? Я даже не знала, куда нас везут. Он говорит, в Днепр. И нас привезли сюда. Сейчас вы тут, все нормально тут? Очень хорошо, очень замечательно. Мы вам очень благодарны за все. Это не надо, но все в порядке, нет, да? Правда. Я просто не ожидала, потому что я же говорю, я ехала в никуда. Я не знала, куда нас везут. И вдруг мы сюда пришли, здесь Татьяна так радушно встретила нас. Александр Николаевич, люди хорошие очень, обстановка, условия. Знаете, после того, как мы почти 2 года без света, без газа и без воды жили, ну это рай. Хорошо. Большое спасибо. Ива.